Если говорить в общем, какие анализы рекомендованы, а какие нет. На самом деле, самый такой простой набор анализов, который мы предлагаем женщине в первом триместре, это общий анализ крови, в первую очередь, чтобы исключить анемию, например. Это общий анализ мочи, хотя он еще мало нам будет о чем говорить, и общий анализ более важен со второй половины беременности. Но, тем не менее, мы предлагаем женщине сдать общий анализ мочи. По каждому показателю этих анализов я буду говорить не только в этом видео, но и в других видео. Мы также должны знать группу крови и резус-фактор, потому что, да, действительно, у некоторых женщин могут быть проблемы из-за групп крови, и на эту тему у нас тоже будет отдельное видео. И мы можем предложить женщине с резус-отрицательной группой крови сразу же сдать кровь на антитела, хотя обычно ее сдают чуть позже, где-то 16 недель. А мы должны знать, имеет ли женщина какие-то инфекции, передающиеся половым путем. Инфекции, передающиеся половым путем, довольно часто не будут поражать плод или, скажем, не вредны для беременности как таковой, если женщина не заразилась буквально в ходе зачатия. Тем не менее, это важно, потому что женщина может заражать своего партнера. И поэтому довольно часто мы тестируем на такие инфекции, как ВИЧ и сифилис. Опять же повторю, что анализы эти не обязательны, но они рекомендованы. Мы также можем предложить женщине определить уровень антител на краснуху и токсоплазмоз, потому что эти две инфекции опасны, если женщина заражается ими, то есть когда она страдает первичной инфекцией, поэтому это мы можем тоже определять. И довольно часто при осмотре, особенно в зеркалах, мы можем предложить забор влагалищных выделений на определение микробиома влагалища. Когда-то в прошлом это называли мазок на флору. Также нам важна функция щитовидной железы, поэтому в первом триместре мы стараемся проверить, как работает щитовидная железа, и рекомендуем женщине сдать анализ на ТТГ, то есть стереотропный гормон. И с 11 до 13 недель 6 дней мы можем предложить пренатальный генетический скрининг по биомаркерам, о чем я буду рассказывать в другом видео. Во втором и третьем триместре количество анализов может, с одной стороны, уменьшаться, с другой стороны, увеличиваться, зависит от ситуации. Мы продолжаем проверять гемоглобин, то есть часто женщине предлагаем общий анализ крови. Мы следим за состоянием мочи, то есть количеством белка, например, в моче, что важно. Мы можем следить за уровнем антител у женщин с резус-отрицательной группой крови, потому что 28 недель нам нужно предложить введение иммуноглобулинов. Мы также можем предложить 24-26 недель такой скрининг на гестационный диабет. Его можно проводить несколькими, так сказать, методами, но один из таких популярных – это проведение глюкозотолерантного теста. И мы также можем повторить кровь на краснуху и на токсоплазмоз у женщин, у которых предварительный результат анализа был отрицательным. И поэтому мы можем убедиться, что женщина не заболела в течение беременности этими опасными инфекциями. Также мы можем провести пренатальный скрининг второго триместра. Это не обязательный скрининг, но в некоторых лечебных учреждениях проводят как первого, так и второго триместра. И также при необходимости мы можем провести посевы мочи, особенно если в общем анализе мочи обнаружены бактерии. Тогда, чтобы убедиться, необходимо назначать женщине антибиотикотерапию или нет, мы делаем вот как раз бактериальные посевы мочи, то есть стараемся выделить культуру бактерий из мочи женщины. Об этом мы тоже поговорим. И ближе уже к родам, 36 недель, мы нередко стараемся определить наличие гемолитического стрептокока группы В в моче или влагалищных выделениях, потому что это очень важно для профилактики инфекций новорожденных, и нам важно знать, что предпринять в ходе родов. Об этом мы тоже будем говорить.